Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке мы будем плести сумочку на конве. У меня в наличии вот такая металлизированная пряжа от Yarnart. Называется Yarnart Metallic Club, где у нас в одном моточке 180 грамм, 55 метров. Цвет, смотрите, 81,25. Иголочка нам понадобится, пластиковая. Итак, для работы нам еще понадобится цепочка. У меня 120 сантиметров. И плюс вот эти вот такие небольшие карабинчики. Два вот таких полукольца. И две пришивные кнопки молнии. Так как я сначала думала замочек использовать, но в принципе и так много блеска, поэтому просто кнопочки вот так вот пришьем. И у меня вот такая вот канва. То есть заготовку я покупала. Но в принципе артикул оставлю в описании под данным роликом и по канве, и по этой металлизированной пряже. Здесь она у меня получается 31 на 61 клеточку. Размер клеточек 4 миллиметра. И две боковинки размером 7 на 18 клеточек. В принципе, можно, у меня есть и такие большие листы канвы, вот такой 4 миллиметра. В принципе, можно вырезать и самостоятельно. То есть размеры я вам сказала. Я вам оставлю ссылку, где купить заготовку сразу на сумочку. И оставлю ссылку, где можно купить большие листы. Просто, может, вы захотите сумочку большего размера здесь. Итак, еще такой нюанс. Готовую заготовку начала оплетать, и она оказалась немного мягкой. Поэтому я все-таки взяла свой большой лист и обрезала точно по таким же размерам, как была заготовка. То есть 31 клеточка на 61 и боковинки 7 клеточек на 18 клеточек. Я вот такие листы покупала, по-моему, в комплекте сразу, наверное, 3 листа идет. И я их еще использую для укрепления донышка. Поэтому я вам оставлю артикул именно на такие длинные листы, потому что заготовка мне не понравилась. Так, еще понадобятся маркеры. Да? Маркерами мы делаем разметку для нашего узора. Ставим маркер в самом начале и считаем 7 клеточек вместе с той клеточкой, где маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В седьмую снова ставим маркер. И с той клеточки, где вот этот оранжевый маркер, снова считаем 7. Ее включая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Маркер. И так до конца ряда делаем отметки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И итого в конце тоже у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в высоту, в принципе, тоже можно поставить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. То есть всегда считаем еще ту клеточку, где у нас уже поставлен маркер. Может быть, так удобнее для вас будет для плетения. 5, 6, 7. Ну, дальше можно и не ставить, но смотрите, как вам будет удобно. Так, далее я отрезаю свою металлизированную пряжу. Отрезаю где-то по 300 сантиметров. В принципе, можете отрезать и больше, если вам удобно. Соединять потом с изнаночной стороны, когда закончится у нас пряжа, мы будем просто пришивать иголочкой. Вот она вот так вот распрямляется. Ну, я вам покажу, в принципе. И начинаем. Вот наша канва. Начинаем с правого уголочка. С правого уголочка. Этот боковой маркер я сниму. Так, продеваем иголочку. Оставляем небольшой хвостик. Вот. И вот так вот начинаем с этого угла, заполняем клеточки.
Идем в клеточку, которая рядом. Распрямляйте, чтобы у вас красиво лежала ваша пряжа. Соседнюю клеточку. С изнаночной стороны тоже можете проверять, чтобы у вас все красиво было, потому что для такой сумочки я подкладку шить не буду. Она и с изнаночной стороны красиво выглядит. Немножко вот так вот она тянется, да, немножко натягивайте, чтобы у вас эта пряжа, когда заполняете клеточки, она не болталась. Поэтому немножко подтянули, не очень сильно, но так красивее узор будет смотреться. Вот, и с изнанки тоже смотрите, чтобы она у вас лежала красиво. Подтягиваем. Так, маркер можно снять. Вот здесь у нас уже середина получается нашего квадратика. У нас будут такие квадратики. Все, здесь маркер сниму. Тоже середина квадратика. Все понятно. Все, диагональ. Дальше идет на убывание. То есть вот здесь у нас стояли маркеры с вами. Вот такой квадратик 7 на 7. Поэтому сейчас идем на убывание. То есть тоже заполняем полосы, да, но квадратик уже у нас идет на уменьшение. Вот таким вот образом. Проверяйте, чтобы шнур не перекручивался с изнанки. Пусть и на изнанке у нас будет тоже красиво. Так, не сюда попало, не сюда. Если где-то ошиблись, вот как я сейчас, просто возвращаемся назад. Вот, и осталось нам заполнить вот здесь. Вот эти две клеточки. Все на уголочек. Вот, один квадратик мы заполнили. Вот таким образом мы будем заполнять квадратики. Да, идем заполнять следующий квадратик. Причем грань второго квадратика, не забывайте, будет еще и вот это.
Ну, то есть совместно с первым. По клеточкам можно просчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Начинаем отсюда. Да, смотрите. Вот таким вот образом мы начинаем. Идем вот в эту клеточку. Здесь пропустили. И заполняем клеточки, делая тоже квадратик, но спускаясь уже вниз. Вот так вот. Проверяйте, если перекручивается, просто делайте, чтобы было у вас все красиво. Вот так вот. Идем в следующую клеточку. Далее клеточка снова. Немножко подтягиваем, потому что шнур наш этот, металлизированная ниточка, она тянется, поэтому, чтобы она не обвисала. А наоборот, когда она в натянутом таком состоянии, то выглядит очень даже красиво. Вот так вот. Итак, идем вот эта самая большая диагональ. И далее начнем снова спускаться вниз. Подтянули. Так, и теперь спускаемся вниз. То есть далее идем вот эта клеточка с этой. Вот так вот по диагонали спускаемся вниз. Делаем такое же количество стежков. Сколько тут у нас получается? Здесь вверх 5. 5. И вниз тоже получается 5. Да, спускаемся вниз. Покажу, как далее клеточки заполняем. Итак, заполняем последнюю полосочку данного квадратика. Опять же, маркер, чтобы не мешал, снимаем. Они нам, в принципе, потом уже и не понадобятся. Тут видно, где у нас эти квадратики прорисовываются. Так. Все, следующий квадратик мы заполняем. Опять же, будет он состоять из 7 клеточек. Вот эта клеточка первая, которая уже частично заполнена этим квадратом. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И идем обратно в эту сторону, заполняем, как заполняли первый. То есть мы их таким образом чередуем. Вот эти сначала самая маленькая диагональ, 2 клеточки. Следующие 2.
То есть точно так же, как я вам показала вот этот первый квадратик. Заполняем, второй квадратик спускаемся вниз, и еще один квадратик у нас будет, мы снова идем вверх, как первый. То есть нечетное количество, и последний мы заполняем как первый. То есть ниточка у нас должна оказаться вот здесь сверху. Смотрите, когда у вас закончился ваш шнур, да, вот у меня остался хвостик, и я присоединяю новый. То есть я уже отрезала, и я складываю вот так, лицо с лицом. Я сейчас их соединю, так, чтобы в развернутом виде, когда мы на лицевую сторону уже повернем, не было видно место соединения. И просто вот так вот стежками просто присоединяю. Это потому что не полиэфирный шнур, который можно зажигалочкой быстро соединить, но и в принципе мы присоединим так, чтобы подкладку потом не шить, потому что чтобы не было видно место соединения. Все, сейчас обрежу свою нить и покажу вам, что получилось. Смотрите, место, где мы соединили шнур, да, вот так вот оно у нас скатывается, все, и на изнанке сейчас. Вот так вот будет место сшивания. Немножко видно, но это практически ничего не видно. Так, и оплетаем дальше. Это у меня уже угол. Вот этот угловой мой квадратик. Сейчас я его оплету и покажу, как перейти на второй ряд. Итак, вот так выглядит наш первый ряд. Да, сейчас мы снова будем идти уже в этом направлении, вязать тоже наши квадратики. Смотрите, но опять же мы клеточки считаем тоже. Вот это первая клеточка, то есть которая задействована в работе предыдущего квадратика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот маркер можно поставить. И опять по возрастающей идем, делаем наш квадратик, захватывая и вот эти вот ячейки. Вот таким вот образом. Все, вот таким вот образом заполняем диагональ. Когда дойдем до маркера, потом спускаемся вниз. То есть суть точно такая же, только не забывайте, что когда мы делаем второй ряд квадратиков, да, мы захватываем и вот эти клеточки. То есть у нас никаких пробелов практически не будет. Вот таким вот образом. Идем вверх, спускаемся вниз, снова вверх, вниз и вверх. То есть возле вот этого маркера мы опять оказались сверху и начинаем новый ряд. И так далее, пока не заполним все наши клеточки. Так, длинная заготовка у меня полностью оплетена. Да, остается небольшой хвостик, просто на изнанке его вот так вот протянули. Можно, если позволяет хвостик, еще дальше его немножко вот так вот спрятать и просто обрезать. Все, и можно обрезать.
это у меня изнанка. Теперь переходим к боковинкам. Полукольца я опять же купила все-таки черные. Мне показалось, что ни золото, ни серебро сюда как-то не очень подходят, поэтому я купила вот такие полукольца. И тоже серебряную цепочку поменяла на черный никель. Мне кажется, что так намного лучше будет смотреться. Хотя пишите свое мнение в комментариях, как вам все-таки золото, серебро или черный никель. Купила вот цепочку 120 сантиметров, вот такие карабинчики и полукольца. Поэтому, когда у нас готова основная деталь, мы ее откладываем в сторону и переходим к боковинкам. Сейчас покажу, как сделать вот такие боковинки. Напомню, что боковинки я вырезала 7 клеточек на 18 клеточек. И начинаем с уголочка, хвостик оставляем. И оплетаем точно так же, как мы оплетали основную деталь. Только смотрите, в принципе, чтобы гармонично смотрелось, вы одну боковинку начинаете с правого угла, вторую боковинку с левого угла. Ну, то есть тогда вот эти вот, смотрите, вот эти арочки у вас будут с одной и с другой стороны в одну сторону. Ну, это не обязательно, это не принципиально. То есть я одну боковинку начинаю с правого угла, вторую боковинку с левого. И точно так же, как мы оплетали саму сумочку, мы оплетаем квадрат 7 на 7. Так, самостоятельно сделаем квадратик. Итак, сделали один квадратик, и точно так же, как я это делала и на самой сумочке, переходим ко второму квадратику. Начинаем плести слева вправо. Тоже этот квадратик у нас будет на 7 клеточек. А далее мы будем присоединять полукольцо. То есть сейчас пока все точно так же, как мы делали на самой сумочке. 7 на 7 квадратики. Не забываем, что первый квадратик — это квадратик от предыдущего квадрата. Он считается первым, поэтому оплетаем второй квадрат. Далее берем полукольца. Так, сделали второй квадратик. Смотрите. Первые две клеточки заполняем вот таким вот образом. Раз клеточка, два клеточка. Потом 3 клеточки посерединке мы еще захватываем наше полукольцо. Раз. Два. Три. Так, и оставшиеся 2 клеточки тоже просто мы заполняем. Все, а теперь у нас остается, смотрите, 5 клеточек на 7. То есть мы в обратном направлении, слева направо, мы тоже делаем такой, как бы он у нас не квадратик получается, а прямоугольник.
Так, все, вот так у нас должно получиться. Еще мы с вами обвязываем вот эту верхнюю планку. И если шнур наш остается металлизированный, да, то мы будем присоединять оставшимся сразу к самой сумочке. Если нет, берем новый кусочек. У меня здесь совсем мало, поэтому я хвосты заправлю и возьму просто новый отрез. Все, вот так вот, только верхнюю часть оплели. Все, и хвостики можете заправить, потому что у меня здесь совсем мало. Я буду брать новый отрез. Ну вот, спрятали, обрезали. Итак, у вас должны были получиться вот такие две зеркально разные боковинки. Видите? Вот так вот. Если вы начинали одну с одного угла, другую с другого. Но это опять же не принципиально. Здесь у меня остался еще шнур, поэтому берем иголочку. Иголочка у меня уже вторая, поломалась случайно первая, поэтому лучше всего, конечно, купить железную иголочку, такую с тупым концом. Это будет надежнее. Так, выбирайте, какая часть. Посмотрите, у меня вот эта изнанка. Здесь видно немножко вот места сшивания, но совсем не сильно. Вот это у меня лицо. Поэтому просто прикладываем нашу боковинку к лицевой части и начинаем соединять наши детали. Вот так вот пытайтесь захватывать, чтобы у вас не было пластика вообще видно. Аккуратненько сшивайте. Вот клеточка к клеточке. Когда заканчивается ваша нить, я опять же снова буду присоединять ее методом сшивания. Точно так же, как она у меня заканчивалась на основном полотне. Доходим до угла и делаем все точно так же. То есть мы вот здесь вот соединили детали, спускаемся потом, соединяем вот так вот наше донышко, переходим вот сюда, да, то есть присоединили одну деталь, и чтобы не было пластика, потом по краям опять же мы обкручиваем нашей металлизированной пряжей. Идем, идем, идем. И в принципе, как хотите, можете опять снова начинать, чтобы не пропустить никакой клеточки. Либо же, когда дошли вот сюда, отсчитали клеточки и вперед опять же соединять детали. Итак, смотрите, когда одну боковинку прикрепили, просто вот так вот обшиваем клапан. Чтобы не было никаких пробелов, вы можете ваш шнур вот так вот красиво расправлять, чтобы просто нигде не было видно канвы. И вот так вот каждую клеточку мы проходимся. Все, оплетаем клапан и потом спускаемся, пришиваем вторую боковинку. Вот таким вот образом. Итак, смотрите, пришила вторую боковинку, и остается у нас только вот эта вот планка. Мы ее оставшейся пряжей просто вот так вот, опять же, в каждую клеточку красиво обмотаем. И все. Далее нам останется только пришить магнитные кнопки. Они у меня будут, правда, вот такого серебристого цвета, потому что черных я не нашла. Но это не важно, потому что они будут внутри, и их не видно. Все, и присоединить останется замочки. Я вам уже покажу готовый результат. Итак, кнопки пришила.
Не очень, конечно, удобно пришивать, но пришлось пришить. Я думаю, что на кнопках она будет лучше смотреться, чем замочком, так как она не очень большая. И все, теперь продеваем нашу цепочку. Смотрите, как я сделаю, тоже как вариант. Можно просто как обычно ее продеть, а можно вот таким вот образом. Сюда продеваем и просто делаем цепочку 60 сантиметров. Зато вот такую вот двойную. Все. И получается у меня вот такая двойная цепочка. Итак, у меня получилась вот такая крутая малышка. Ширина 19 сантиметров, высота 15 сантиметров. Цепочку можно делать как в одну длину, так и складывать вдвое, чтобы у нас получился вот такой ремешок на плечо. По желанию вы можете сюда вшить подкладку, но смотрите, она внутри в принципе хорошо выглядит. То есть, как по мне, это не обязательно. На такую сумочку мне понадобился всего лишь один моток. Вот все, что осталось у меня еще с одного мотка. Я подумаю, что еще можно с этого сделать. Брелок точно сделаем в ближайшем видео. Мне понравилось. То есть она такая коктейльная. То есть она не на каждый день, конечно. Она такая на праздник, на свадьбу. Такая коктейльная, красивая сумочка. Поэтому, если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки и приятные комментарии. Всем пока-пока.